Всем привет, канал Польза.нет, BBK, фотофлагман Vivo X200 Pro. Идем топить, потому что здесь IP68. По идее он этого дела бояться не должен, но Vivo X100S у меня после утопления умер. А там было IP69K, вот такое вот Vivo, поэтому я опасаюсь. С другой стороны, Vivo X200 Pro Mini у меня не утонул, но особенно сильно я мучить его не собираюсь, потому что мне жалко 85 тысяч. Вот, все, пошел пузырик, надо вытаскивать. Ага, и он еще и вырубил съемку. Вот так примерно сможете снимать под водой, но я с BBK это делать не советую. Айку недавно окирпичился, хотя и ожил, но не думаю, что надолго. Мне кажется, с Vivo будет подобная история, как и с Vivo X100S. Опасненько топить эти штуки. Опасно. Не верю. И еще раз всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И вот эта волшебная погремушка, разумеется, автостап у нас работает только когда ты активируешь камеру, и тогда он не трясется. Vivo X200 Pro. Я его для вас сегодня буду обозревать, сравнивать с Samsung S24 Ultra. Это было непросто. Вот это дело может снимать в основном модуле в 4К 120 FPS. Помимо этого 8К 30 FPS, фронталка 4К 60 FPS, МТК-шный процессор, который выбивает 2,5 миллиона баллов в Antutu довольно легко, но также и неплохо греется. Новый тип аккумулятора, опять же, со слов производителя и результаты тестов я обязательно вам расскажу. Исходники, как всегда, фотографии за месяц использования в моей личной телеге. Помимо этого мы гоняли его в играх с вами уже на канале Польза Стрима. В записи можете посмотреть, как он себя вел. И повторяюсь при любом раскладе, на любом обзоре, что Vivo в этой линейке плохого не делает. То есть это всегда фото и видео имбочки. Насколько они лучше тех же корейцев, американцев или еще чего-то по съемке, об этом я свое мнение вам расскажу в ролике в конце. Это китайская версия, возможно, будет скорее всего глобальная. Это не самая фото-видео имба по логике Vivo, потому что у нас будет еще скорее всего ультра. И вот там уже будет цвет, блеск, красота. Все по максимуму. Здесь у нас перископ на 200 мегапикселей. Как бы все красиво не звучало, все как всегда довольно просто. Но это уже после тестов. В конце расскажу итоги. Смотрим. Распаковка. Поставляется Vivo X200 Pro в черной коробке с отличным оформлением. Она отличается от большинства коробок других брендов и выглядит более премиально. Но у Vivo всегда так. Я вот с 80-й линейки их покупаю и плюс-минус так же. На упаковке есть название модели, краткая характеристика и лого Zeiss. В комплекте мы имеем смартфон с наклеенной защитной пленкой, притом довольно хороший, краткое руководство, отличный чехол, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 90 Вт с китайской вилкой и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Весит смартфон без чехла 228 граммов, представляю, что там в ультре будет. А габариты 162 на 76 на 8,7 мм без блока камера, вместе с ним 14,4 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смартфону. Начнем. Поставляется данный смарт в белой, титановой, черной и синей расцветке. Первые две расцветки достаточно обыкновенные, а вот синяя расцветка имеет интересно реализованную тыльную часть. Но опять же дело на любителя. Тыльная часть выполнена из стекла, рамки металлические, разумеется, при том, когда играешь, они ого-го как разогреваются. Блок камер покрыт стеклом CST, сборка хорошая, материалы тактильно приятные. Ко всему, смартфон имеет стандарт защиты от влаги и пыли IP68 и IP69. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с утоплением, и в 100-й раз хочу напомнить, что так делать не стоит, даже если у вас IP69K, IP68 и IP69, так как модель X100S лично у меня подобный тест не пережила, а там было на секундочку IP69K. Отмечу, что в черной расцветке тыльная часть выполнена из стекловолокна, и весит он слегка меньше. Эргономика смартфона неплохая, но блок камер довольно сильно выступает из корпуса, смарт нелегкий, распределение веса не лучшее. Блок камер перевешивает. Опять же, здесь все на любителя, кто-то скажет, что не важно. Одно могу сказать, играть безумно некомфортно, хват очень неудобный, но это и не игровой смартфон. Но вы примерно понимаете, когда у вас шайба такая лежит в руке. Кайфа мало, мне не кажется, что кто-то может привыкнуть к подобному. Для съемки нормально. Грани у смартфона прямые, но они слегка закруглены, как с фронта, так и с тыльной части. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки
регулировки громкости, разъем USB Type-C от OG версии 3.2, за что плюс. Далее есть микрофоны и динамики. Звучание, разумеется, стерео, но не полноценное, что вовсе не радует. По настройкам звучания все довольно скудно, на борту есть предустановленный эквалайзер, но вот кастомного эквалайзера нет. ИК-порт в наличии, а мини-джек отсутствует, что неудивительно. Вибромотор неплохой и настраиваемый, но кастомизации по мне мало. В настройках под игры можно обнаружить функцию 4D вибрации, но, разумеется, только для оптимизированных игр. Их там 2 штуки, если вы не в Китае. Плюс за то, что список игр потихоньку увеличивается, это радует. Но учитывая вес смартфона, сразу предупрежу, вибро вам может чуть-чуть и не хватать. А звук мне понравился. Хотя перекос на нижний динамик есть. Смарт оснащен AMOLED 8T LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей и защитой Armor Glass. Плотность пикселей 452 ppi, хотелось бы плотность повыше, около 500 ppi, но что есть. Цветовая гамма 100% DCI-P3, есть поддержка HDR10+, Dolby Vision и технологии Ultra Motion. Частота обновления экрана адаптивная от 1,1 до 120 Гц. Пиковая яркость заявлена 4500 нит, по моим же замерам в пике экран выдает 2100 люксов. На 100% яркости 1200-1100 люксов, это круто. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстро и корректно. Тест на частоту дискретизации касаний выдал средний результат, но экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Сам сенсорный отклик в повседневном использовании довольно хороший. Регулировка шим 2160 Гц, шим выше 14% не поднимается, если измерять радексом. Но в случае, если измеряем прибором ТКА, то шим поднимается до отметки в 90%, но на минимальной яркости. На яркости выше 50% шим довольно хороший. Полноценный Always On дисплей в наличии, но так как это китайская версия, необходимо настраивать уведомления с включенным AOD. Разблокировать экран можно при помощи 3D ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран на удобной высоте, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Завести 5 раз один и тот же отпечаток пальца можно, за что отдельный минус. Раньше подобного не было, плюс размер самого сенсора и плюс, не супер он волшебно работает. Посмотрите мой стрим. Функция распознавания лиц срабатывает быстро под углом, вот к ней вопросов нет. Завести биометрические данные можно 2 лиц. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9420 с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,626 ГГц, графический процессор Mali G925 Immortals MP12, чип для обработки изображений Vivo V3+, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 ГБ. Внутренняя же память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционная система Origin OS 5 версии на базе Android 15 версии. Русский язык на борту, разумеется, нет поддержки Android Auto, но вроде бы кому-то она уже пришла. Опять же, проверяйте у себя. Нет eSIM, есть некоторые китайские приложения, которые не удалить, но можно скрыть. По связи имеется поддержка Wi-Fi 7, поддержка Dual 5G, 4G сетей ниже. Для 4G в китайской версии все бенды на борту, но есть другие версии, и у них 20-го бенда нету. Так что перепроверяйте, если для вас важно, если вы решитесь брать данную модель. Либо это интернет, как говорится, врет, либо лыжи не едут. Датчик приближения работает корректно, связь смарт ловит отлично. Запись разговоров без уведомления собеседника о начале записи, разумеется, на борту, ведь это китайская версия смартов. Bluetooth версии 5.4, список кодеков вы видите на экране, в целом базовый набор имеется. NFC поддерживается, можно устанавливать МРП и оплачивать покупки NFC модулем. GPS двухчастотный, тест на точность показал 1 метр. Емкость аккумулятора бодрые 6000 мАч, они уже поменяли технологии аккумуляторов, но это нам не важно, потому что нам важен итоговый результат. В PC-марке смартфон выдал 8 часов 40 минут, и напоминаю, что я делаю тест, снимаю в 4К 60 FPS со 100% до нуля. Vivo это дело вывезла, файл был 121 гигабайт, сколько часов можете посмотреть в моей личной телеге, я туда скидывал скрины. Но в целом главное, что FPS он не сбрасывал, и автономность была более-менее нормальная. Work Performance он выбивает 16 тысяч, смарт поддерживает быструю зарядку до 90 Вт, также есть беспроводная зарядка до 30 Вт и беспроводная реверсивная. Заряжается он от 0 до сотки в среднем у меня за 42 минуты, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. При просмотре роликов на YouTube в час уходит примерно 4% заряда, в играх за 1 час уходит 24% заряда, что относительно много, но опять же, как говорится, все относительно. На пользу стрима вы видели, как я его гонял. В течение часа в PUBG New State были чуть-чуть проседания довольно мелкие, были фризы довольно мелкие, кое-что у нас разогревалось до 45 градусов, экран разогревался 40 плюс местами после 30 минут, яркость он сбросил до 600 люксов, и это, кстати, хорошо, более чем достаточно для игр. Но игровым из-за габаритов я его в первую очередь не назову. Почему? Потому что вот эта шайба, я не знаю, как к ней привыкнуть. Хотя, может быть, кто-то и привыкнет. Перейдем к тестам. Тротлинг тест
проходит он со следующими результатами. 618 гипсов максимум, 380 гипсов в среднем, 332 гипса минимум на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 2658, в мультикоре 7947, в GPU-тесте 21000, 3D Mark показал Steel Nomad Lite Stress Test устойчивость 56% только, и вот можете обратить внимание на то, как МТК не любит вообще ничего из тестов. В Antutu он выдал результат в 2,5 миллиона попугаев, притом при первом прогоне, мы гоняли его 3 раза на стриме подряд, он показал плюс 14 градусов, что довольно такой приличный результат. Storage тест показал шикарные 190 тысяч, стресс-тест прошел нерадужно, результаты вы видите на экране. Летим дальше. Основной сенсор Sony на 50 мегапикселей с апертурой 1.6, фокусным расстоянием в 23 мм, лазерная автофокусировка, оптическая стабилизация, максимальным разрешением для видеосъемки, 4К 120 FPS, разумеется, еще 8К 30 FPS есть. Сверхширик Samsung S5 KGN1 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, фокусным расстоянием в 15 мм, цифровой стабилизацией, углом обзора в 119 градусов. Перископический телефотосенсор Samsung SSL HP9 на 200 мегапикселей с апертурой 2.7, фокусным расстоянием 85 мм и оптической стабилизацией. Фронталка же Samsung SSL KD1 на 32 мегапикселя с апертурой 2.0, фокусным расстоянием в 20 мм, цифровой стабилизацией, максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Я же сравнивал данную модель Samsung S24 Ultra. Кратко. Сверхширик лучше у Vivo однозначно, ночью Vivo также лучше показывает результаты на все сенсоры, лучше, чем Samsung. Но фронталка у Samsung лучше, стабилизация лучше, плюс стабильность съемки выше, и днем часто Samsung выдает более качественные изображения. Короткие примеры вы сейчас увидите, и здесь не все однозначно, ко всему исходники вы можете посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в описании, как всегда. Там за месяц фотографий штук 700 уже. И повторяюсь, если вас интересует видео и фотосъемка, я вам не верю, если вы не смотрите исходники, а слушаете наше мнение через YouTube. 3К 60 FPS в Dolby Vision у Vivo, снимает он классно. И Samsung S24 Ultra 4К 60 FPS. Единственное, Vivo, сразу говорю, что оно очень сильно выкручивает цвет. Вот этот вот желтый, который и не волшебно, в принципе, выглядит и на Samsung. Оно прям не соответствует вообще никак. Но опять же, мое дело комментировать. Это знаете, как сейчас прибегут, опять же, люди, которые покупали. Vivo просто очуменный смарт. Dolby Vision на ультраширик в 4К 60 FPS. Вот по ультраширику, по мне, в одни ворота Vivo выносит самсунговское мыло. Хотя тут тоже вот. Я давайте не буду комментировать, потому что нападут. Но вот со светом точно справляется лучше Vivo, однозначно. С мылом, вот этим вытягиванием из листвы Vivo. Притом Samsung конкретным образом уже подтянут. Мы прекрасно понимаем, что у нас смартфон, вот даже сейчас мне обнова пришла, то есть его постоянно обновляют. По стабилизации вы видите, потому что то, что я сейчас вижу, это не соответствует действительности. И да, ультраширик ушатайка просто. Хотя вот те глюки, что я вижу с листвой на Vivo, это вот я не знаю, это какая-то матрица. Ветер безумный. Теперь основа. Теперь с основой мягко, плавно ведем. И здесь тоже кому что больше нравится, да, никому больше нравится. Vivo полная ушатайка по работе со светом, вы обратите внимание. Но, кстати, по цветам ни тот, ни другой, ни тот, ни другой. С зеленью вообще какая-то лабутень. Один высветляет, другой, вот, пожалуйста, Самс, это яблок, в отличие от яблок, все это дело выкручивает контраст. И так, начинаем двигаться, я думаю. Теперь смотрите, я, допустим, перехожу с основы на 3.7 на интересных объектах. Видите, сколько неонов. Дальше X5. Включаю X5, ночь. Да, Vivo вообще делает чудеса. И X10. Здесь оба неплохие. Оба неплохие. Но даже с вивовскими шумами, наверное, я бы выбрал Vivo здесь. Хотя не факт. Наверное, все-таки нет. То есть в каких-то условиях
Vivo в каких-то Sams. И фронталка 4К 60 FPS. К слову, почему я не снимаю все это дело не сравниваю с айфоном? Чтобы мне потом не писали, что вот ты фанат яблока, вот корейский смартфон. Китайский против корейского. Усиление голоса отключено у Samsung, вот у Vivo. Вот сейчас у Vivo включено усиление голоса и фронталка. То есть все, нет устройства, в котором все сразу. Вот фронталка, ушатайка. Dolby Vision включен, и это одно из самых неинтересных, с одной стороны, при дневном свете съемка, с другой, до какой степени неверно передает цвет, текстуру и вообще все Vivo, вы бы знали. То есть то, что вы видите на Самсе, оно так и есть. Но мы не будем, потому что скажете, что я хейчу Vivo. И опять же, как многие говорят, а я люблю, когда рисуют. Но если вы любите, когда рисуют, то вам 90-я серия, даже 80-я от Vivo подойдет, и разницы вы не почувствуете. По поводу всего остального, вы уже видели примеры съемки, и по мне у Vivo не всегда хорошая стабилизация, даже по сравнению с Samsung. Но опять же, все это дело будут допиливать. Сейчас это основной модуль. Переходим на ультраширик. Видите, как он добавляет просто лютейшее Vivo контраста. Но опять же, это я вижу на экранах, может быть, потом будет как-то по-другому уже на компьютере. И вы уже видите как-то по-другому. X3 и 3.7 на Vivo. Так. Туда, кстати, смотреть даже тяжело, вот где я сейчас снимаю, потому что очень сильно отражается солнце от стены. Ну и давайте здание самое интересное. X5, X5, X10, X10. Ну где здесь ушатайка? Кто кого? Vivo выкручивает контрасты. И вот то, что вы... Вот он такой темный на Vivo. Я не понимаю почему. То есть все эти тени, которые выкручены в контраст, они выглядят не так. Плюс еще и дымка, которую он не передает вообще ни один смартфон. Чуть-чуть передает сам. Может быть, я не объективен. И я не понимаю, что со стабом при X10 у Vivo. Может быть, опять же, я гоню. Но я вижу какой-то трэш. Вот так примерно сможете снимать. И 4К 60 FPS, фронталка. О, вы это видите? Вот он, динамический диапазон. У меня зато ореол классный, как будто я в мультике на Vivo, да? Samsung тоже не волшебен и не великолепен. Я на Vivo не хотел Dolby Vision подключаться. Вот там у нас закат 3.7 и 3.0. Вот 3.7 у нас телевичок. X10, допустим. Так, а где? Во, все видим. И основа. Пройдемся, оценим, рассмотрим. Главное мне не растянуться, потому что когда два смартфона у тебя по 80-нику, это уже печальнее, чем когда у тебя просто IQ утонет, да? Вот так примерно вы сможете снимать на эти два смартфона на основные модули. Из интересного здесь. Что интересно? Плюс-минус одинаково они справляются. Ну что ж, 4К 60 FPS, фронталка. Вот там позади закат, который вы ни на тот, ни на другой смартфон волшебно не видите. Но то, что сейчас делает Vivo с съемкой, это, конечно, не лучшее, что я видел в плане динамического диапазона. Хотя кому-то может и понравиться. Ладно, пока я не растянулся и пока не переломал себе ноги, если вы видите этот обзор, скорее всего, я дополз до дома, расскажу чуть-чуть про ощущения. Vivo меньше, а Samsung шире. Говорю, когда ты тестируешь, основная претензия к Samsung это то, что он не переключается на точнее не к Samsung, а к Vivo, что он не переключается на основу. Потому что вроде флагман, хотя с другой стороны, видите, Vivo Pro, X200 Pro, это не ультра. С другой стороны, у Samsung не только ультра так могут. В общем, в целом Dolby Vision включен на Vivo.
по съемке, что вам больше нравится. Решайте, как говорится, сами, но помним всегда, что Samsung уже допилили свои смартфоны, а Vivo еще будут допиливать, но это все не 100%, потому что если почитать форумы, допустим, у 90 линейки Vivo слегка на некоторые моменты подзабили. У 200 линейки определенные моменты идут ухудшения. То есть, допустим, тот же сканер отпечатков пальцев не особо большой. На NFC-шник народ уже некоторые жалуются, потому что чуть-чуть другая история здесь. Пластиковая вот эта штука, я не знаю, синяя. Мне по приколу, конечно, я его купил, я его продам, но вот это вот пластиковое, полуглянцевое, понятно, что там стекло, еще что-то, но выглядит в синем варианте смартфон дешевым, то есть какая-то китайская, ну, не знаю, в общем, это субъективщина. Может, кому-то синий понравится. Так. И в целом на фронталку будет примерно так. Теперь два ультраширика. И все познается в сравнении. То есть, если вам нравится Vivo, хорошо. Если вам нравится Samsung, хорошо. Но самое важное, что я сейчас тестирую, сравниваю смартфоны плюс-минус в одной ценовой категории. Смартфоны с Sams это конкретно глобалка. Ну, то есть... А Vivo это конкретно не глобалка. И здесь есть свои плюсы и минусы, но мы о них в конце поговорим. Вот сейчас ультраширик, посмотрите, как отвратно справляется Vivo. Вот. Хотя я очень люблю, как Vivo снимает. Пусть даже с этими контрастами, там, перекручиванием цветов. Людям нравится, люди покупают. Значит, все норм. Не теми объемами, как им бы хотелось. Самое интересное, кстати, читать комментарии под обзорами по поводу кто чего. Когда делаешь на Huawei обзор, лидеры по продажам Huawei. Когда делаешь на Samsung, лидеры по продажам Samsung. Когда делаешь, народ пишет, на Vivo, да вообще Vivo лидеры по продажам. Где, чего, откуда эта информация вообще? Какого лешего вы так думаете? И, ну, не будем. Вот так я пока не растянулся. И это хорошо. Там, по-моему, был тарантул. Ладно. А нет, это просто крабы. Вот так в вечерней обстановке вы сможете снимать на эти два смарта. Вообще дневная вот эта вот тема с достаточным освещением, мне она не нравится. Потому что кроме как по телевикам ты особой разницы не почувствуешь. И супер медленно врубаем X3 и 3.7. Также медленно смотрите, как работает старт или не работает где-то. И я думаю, что X10 тоже можно попробовать. Вот так вот здесь. Мне не нравится, как отрывками лупит Vivo. Может быть, вы видите что-то другое, но я вижу, что он лупит какими-то отрывками съемки. Что-то у него со стабилизацией не то. Может, специально, чтобы ультру потом выкатить и ее продавать. Типа прошка так себе зато стаб, а вот у этого стаб будет супер. Как говорится, лифтов мало не бывает. Вот так в 4К 60 FPS вы сможете себя снимать на эти два устройства. Ультраширик, основа, X3 и 3.7 и X10, допустим. Вот так. То есть где в чем ушатайка у кого, вы сами видите прекрасно. С фронталка 4К 60 FPS, еще и включенный Dolby Vision. На основной модуль не переключить. Наушники это не к этому смартфону, а к другому. Включен Dolby Vision и 4К 60 FPS с Dolby Vision. 3.7 X1. Вот так вот можно делать кофе. Очень классно снимает. Пальцем не помогаю никак. 3.7. Вот так. Что, Dolby Vision, 4К 60 FPS, съемка с одной руки, процесс запуска двигателя. И как всегда, начнем с ультраширика. Как говорится, проба пера по съемке, как он способен нам выдавать в
великий, ужасный Vivo. Vivo тебе Vivo. Ультраширик. Ни в коем случае не ездим без шлема, ни в коем случае не катаемся без двух рук на руле, но вот для контента, только для контента и только когда людей рядом нет. X1, это сейчас у нас основной модуль. Кстати, можно для интереса 3.7 поставить. Как его будет колбасить или не будет. Вполне возможно, кстати, что и не будет. По переключению модулей X1, ультраширик, сейчас опять ультраширик. И опять же можете посмотреть, как что справляется, но я не скажу, что тут прям супер съемка. X1 хорошая съемка, но супер ее назвать сложно. Немного съемки, как кофе варится. Точнее, наверное, не варится, а готовится, правильно сказать. Ультраширик, основа. 3.7 без дополнительного освещения. Видите, как он переключился? И X1. 60 FPS, лифт, ультраширик, основа 3.7. Классно снимает. Сейчас без Dolby Vision, но все равно нельзя переключать с основы на фронталку в 4К 60 FPS. Почему? Вопрос к ним. Теперь вот чисто с Vivo, без всяких сравнений. Ультраширик, телевичок, X10. Очень круто. Очень круто. Переключение через модулями хромает, между модулями, но главное с айфоном не сравнивать, как говорится, и все. 4К 60 FPS, фронталка Vivo X200 Pro. Снимает прям супер круто. Очень круто. Чтобы я там не говорил про цвета, контрасты или еще что-то. Так, ну что, начинаем самое неблагодарное дело. Почему? Потому что, я говорю, я когда смотрел, допустим, анализ фотографий в сети, у меня создалось впечатление, что я вообще по-разному смотрю на фотки. Почему? Потому что, вот смотрите, это у нас Samsung, разумеется, S24 Ultra. Это у нас Vivo. И если я на Vivo вижу, вроде бы, вот вроде все окей, а здесь вижу на 69 миллиметров эквивалент у нас, здесь 85 шумы, то здесь пластилин. То есть можно сказать, что вот здесь все намного лучше, но по факту по цветам здесь вообще даже близко не соответствует. И здесь просто нарисована картинка, а здесь просто картинка в шумах. Если кто работает с фотографией, напишите мне честно, с чем бы вы могли поработать? Вот с этим пластилином и месивом или вот с этим? Это раз. Забыли. Исходники будут в моей личной телеге. А сделай два. И таких фоток будет много. Вот смотрите. У нас с вами супер классная фотка с одной стороны Vivo, а с другой стороны у Ультра. Что вам больше нравится? Здесь в шумах, да. Ты когда обрабатывать будешь, вот здесь сможешь достать что-то или вот здесь? Я знаю, как здесь просто сделать, я не знаю, как здесь просто сделать. Но вполне возможно, кто-то может и знать. Эквивалент 23 мм у нас здесь, да. Так что все довольно просто. Два основных модуля, противных, и кто бы что ни говорил, вообще здесь все однозначно. Но не будем опять же. Следующий момент. 23 миллиметра без всяких лутов, без всего. Вот это оранжевое здание, непонятно какого лешего, оно такого цвета. Вот такого оно цвета в реальности. Может быть чуть-чуть темнее, но вот не такое оно. Все. Наверное, так. И это опять же основной модуль. Мне кажется, и так все понятно. Вот смотрите, до какой степени эпично фотографирует Vivo. То есть, если вы берете телевик, вот он, на эквивалент 85 миллиметров, ты прям кайфуешь от фотки. Когда ты берешь телевик у Samsung, ну, как минимум, тебя начинают бесить шумы. То есть, здесь там чего-то нарисовано, еще что-то. Но вот в таких условиях я однозначно выбрал бы телевик у
Vivo даже не думая. Но, опять же, если брать по наполнению, потому как они отработали, допустим, с небом, по общей картине, я не хочу говорить. В общем, потому что приближать, если однозначно Vivo, если не приближать, я бы поспорил здесь. Вот прям конкретно. А если говорить про ультраширики, смотрите, здесь 13 мм у нас, здесь у Vivo у нас 15 мм. Так, чуть-чуть выигрышная ситуация. Здесь у нас мыло, здесь мыло, но вот здесь цвет не соответствует у мыла, здесь соответствует. И, повторяюсь, кому-то нужен этот контраст. Да, у Самса тоже не все волшебно. И по поводу цветов, и по поводу всего остального. Но насколько не волшебно при этом у Vivo, намного менее волшебно. Если говорить про общее впечатление, хорошие ультраширики оба. Если говорить про основу, здесь у нас 23 мм, и здесь тоже 23 мм. Все очень круто. И у того, и у другого смарта. То есть, видите, вот это пятно, которое отражает свет в облаках. Где-то здесь облака, здесь чуть-чуть они менее прорисованы, но это Vivo. Оно решило, что облака рисовать не надо, и затерло их. А сам что-то там попытался. Но вот здесь равноценно, здесь победителя нету, потому что ультраширики одинаково плюс-минус по мне. Здесь у нас с телевиками так, что вот то, что он дорисовал, Vivo, мне нравится больше, чем вот эти вот бесполезные шумы. Вот посмотрите, здесь вообще ничего нет у Samsung. И да, это не RAW формат, и как мне говорили, давай побольше сравнений. Скачивайте исходники, исходников море. Может быть, я еще наделаю, а пока не буду Vivo продавать. И, может быть, еще с чем-то посравниваю. Но пока ощущение такое, что никакого прорыва здесь нет. Я не говорю про физические датчики, что они там кое-какое сделали упрощение, но все это мелочи жизни. Главное, как это работает, а работает это на том же уровне, что и было, плюс-минус. Здесь чуть-чуть другая история, и здесь тоже в каком-то смысле в одну калинку, то уже по мне в другую. Вот смотрите, это S24, вот как он отработал на основной модуль на 23 мм с нашим любимым конем. А вот у нас Vivo. И да, Vivo поймал зайчиков, здесь этот зайчик сыграл, но именно конь у него без пересветов. Здесь у нас Самс по полной программе слился, при том, что можно там вспоминать, что черепица того, кого надо цвета. Ну и все. Потому что в остальных моментах Vivo здесь просто срулил капитально. Несмотря на то, что вроде бы у Vivo все плохо, то есть смотрим, как он отработал со светом, у Samsung все тоже печально. И ореол здесь единственное, да, на фронталке светильник реальный виден на Самсе. И все. А Vivo без всяких улучшалок решила омолодить меня на лет 15. Ну, окей. То есть здесь бы я все-таки выбрал Sams. Но опять же, здесь каждому на вкус и цвет. Здесь однозначно победитель Vivo. А здесь у нас основные модули 23 мм тоже. Ушатайка полная от Vivo. Я понимаю, что цвета были выкручены, но прям вот это круто. То есть здесь всякая компьютерная а-ля графика и это самая тема. Да, тут может реальный, но все эти шумы лучше пусть рисует вот так. Вот, ну, нарисовал и отлично, и получилось кайфово зато. Рисовал он что-то, есть шумы или нет, там цвета не соответствуют. Но это то место, где вот это вот шлак в итоге, вот это топ. Минусы. Как по мне, очень дешево выглядит блок камер из-за кружочка с надписью 200 мегапикселей, но по-другому реализовать подобную систему перископического телевика по сути компании не удалось. Мало настроек для динамиков, не самый хороший вибро, довольно приличный перегрев в играх, рандом с 20-м бендом непонятно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, но, как говорится, все мы ждем ультру, потому что проха, даже по сенсорам, если посмотреть, что они сделали, возникают вопросы, где здесь прогресс, больше регресса. Но это уже специфика. Нас интересует, что на выходе. А на выходе, как всегда, отличный смарт. Резюмировать хотел бы довольно просто и не мучительно. Вы уже запомнили, что можно попасть с 20-м бендом, можно без 20-го бенда его взять. Чаще всего это не критично, но это необходимо для некоторых операторов. Проверяйте, опять же, что и как. Второй момент по поводу блокировок, которые устраивают Oppo, Realme и OnePlus своим китайским смартфоном. Vivo и iQOO — это отдельная ветка, BBK уже не существует. Вроде бы
они в этом пока замечены не были. Так что надеемся, что блокировать подобное не будут, но допускаем в голове, что BBK это уже делал на 3 из 5 брендов, но BBK уже не существует, эти 2 отпочковались, на которых они пока блокировки не делали. Хотя Vivo и iQOO представлены на российском рынке и в глобале периодически появляются. Если говорить про поводу автономности, вот смотрите, можно петь дифирамбы, новый аккумулятор, вот там экран, еще что-то. У меня довольно тупые тесты. PC-Mark стандартный для всех устройств, вы можете посмотреть количество часов. И второй тест это фактически его способности, так как это видеокамера а-ля. Он может непрерывно, в отличие Vivo X200 Pro Mini, который не способен на это за чуть меньшие деньги, снимать в 4К 60 FPS непрерывно 3 часа 59 минут. То есть округлим 4 часа. Много ли это для батареи в 6000 мАч? Это очень мало. Вот прям мягко скажем, 24% в час в PUBG, учитывая, как подглючивал чуть-чуть сканеры, какие фризы я видел, это все еще МТК. Опять же, кто-то мне скажет, я не люблю МТК, я за Qualcomm. Ну вот так. У вас может быть по-другому. Сказать что-то плохое об этом девайсе я точно не могу сказать. Почему? Потому что те, кто его покупают, они знают, что они его берут. Никто не покупает, о, хочу Vivo. Понятия не имею, что это такое, потому что Vivo и Oppo это не популярные бренды в России. Они популярны среди вас и меня, потому что мы интересуемся гаджетами. Но большинство о них ничего не знает. В конце концов, где вы видели пиар, допустим, этого устройства, или X100 Pro, или Ultra, где-нибудь, может, билборды, как у Infinix, Samsung, или Xiaomi, или Realme. Их нет. Почему? Ну, потому что, может быть, они считают, что конкуренцию они не выдержат, так как, еще раз повторяюсь, Vivo делает супер классные смарты, но вот с 80-й линейки, как они красили видео, так и красят, как они красили фото, так и красят. Как от этого кайфовала какая-то общественность и убеждала, что вот у них они лидеры продаж всего во всем мире, потом кто-то говорит, что в Китае. Друзья, ознакомливайтесь со статистикой, у Vivo все хорошо, но ничего супер волшебного. Движение вперед пока не видно в чем. И если говорить об этом устройстве, говорю, сканер отпечатков пальцев не такой большой, как хотелось бы, не так быстро работает, не так волшебно все с автономностью, зарядка могла бы быть и побыстрее, защита от влаги Vivo X100S у меня еще в памяти, хотя этот и пережил утопление, я все равно, как говорится, опасаюсь. Звук из динамиков отличный, но перекос все равно присутствует. С оповещалками, так как это китайская версия, вам придется все равно мудрить, и не все вы победите. Китайщину вы все равно будете удалять, и не все вы удалите. Девайсу от меня, даже за 85 штук я его брал, кто-то брал его дешевле, однозначно да, но если вы покупаете в Vivo, вы покупаете его сразу, говорю, для себя. Вот я продал Vivo X200 Pro Mini, считайте, вот сейчас только вышел он, я его потестил на 20 штук дешевле. Кстати, на 23, не на 20. Вот это то же самое. Вы думаете, как и с Анивода, что вы купите себе суперфлагман, и все вот прям фанаты в очередь после вас выстроятся, чтобы купить Vivo. Нет. Vivo в цене особо не падает, но его и особо сильно не покупают. Так же, как опповские флагманы. Они суперские, люди берут надолго, а потом, когда они продают другим людям, которые очень сильно разбираются в технике, эти люди очень хотят очень хороших скидок. И, опять же, если вы сидите на 80-й, 90-й, 100-й линейке, вам смысла менять ее нету. Он как видео снимал, как красил, так и остался со стабом непонятно что. Как он фото подкрашивал, контрасты выкручивал, так и остался. И в целом, повторяюсь, мне девайс безумно понравился, все волшебно. Искать какие-то еще супер его способности у меня не такая миссия. Посмотрите, есть у многих каналов и у магазинов обзоры, и вот они рассказывают про плюсы. Я рассказал вам про результаты тестов, мои ощущения, и я бы его брал. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк и пишите, подходит ли вам такой подход. Кстати, сравнение я писал в Dolby Vision, и у меня Игорь очумел его сводить. Так что вот что получилось, то получилось. Еще раз счастливо.